Друзья, всем привет! Сегодня мы сделаем одну очень интересную снасть, которая отлично ловит леща, карася, плотву и небольшого карпа. Снасть очень-очень интересная, уловистая, но почему-то в рыбаков постоянно вызывает множество сомнений и критики. Все говорят, что эта снасть очень неудобная. Почему именно эта снасть неудобная, никто точно сказать не может. Но почему-то все говорят неудобная и будет плохо ловить рыбу. Хотя я сколько раз ловил на эту снасть, результат всегда отличный. Для изготовления понадобится кормушка. Кормушка типа арбуз. Вот у меня обычный арбузик, вот обычная кормушка груша. Чем отличаются эти кормушки? В принципе ничем, но здесь в кормушке груша немножко сбалансирование грузила. Снизу больше свинца, сверху меньше. Летит немножечко лучше. Ну, в принципе, это большой роли не имеет. Главное, выбирайте, чтобы кормушка была качественная и здесь крепко держалась проволока, чтобы рыба не могла ее вырвать. Сегодня я буду делать именно с кормушкой груша. Мне такая форма нравится немножечко больше, поэтому кормушку в сторонку. За основу я буду использовать обычную плетенку, так как снасть сегодня будет максимально бюджетная, максимально простая, которую можно делать на рыбалке за несколько минут. Мне нравятся очень сильно такие снасти. Если вы не любите плетенку толстую, если у вас ее нет, можно использовать обычный литкор, хэвикор, либо толстую леску. Толстую леску это именно 0,4 и выше. 0,4, 0,5, 0,55. Это будет нормально. Тонкую леску не используем, потому что она будет сильно закручиваться. Нам это не подходит. Я буду использовать сегодня именно плетенку в диаметре 0,4 мм. Смотрите, она такая немножко жесткая. В самый раз. Маленький вертлюжок американочка и резиновая бусинка. Бусинку не обязательно использовать, но желательно. И обязательно 3 крючка. Мы используем те крючки, которые мы проверили на рыбалке, в которые мы верим. Фирма роли не имеет. Главное, чтобы мы уже верили в этот крючок. Рыба клюет только на той крючок, в который верит сам рыбак. Отматываем 40 сантиметров нашей плетенки. 40-50 сантиметров. Много не нужно, потому что все крючки будут находиться близко возле кормушки. Дальше берем маленький вертлюжок. Это примерно 6-8 размер. Ну, вы смотрите так на глаз. Небольшой вертлюжок. И проселяем в ушко крючка. Я говорю проселяем. Правильно говорить продеваем. Меня постоянно поправляют. Почему-то в нашей местности говорят проселяем. Поэтому мы сегодня проселяем плетенку в ушко вертлюжка. И привязываем вертлюжок с помощью узла клинч. Хвостиком делаем 4-5 оборотов возле основной лески. Возле основы. И хвостик проселяем в петельку. Вот так. Держим петельку, держим вертлюжок и затягиваем. Нужно желательно смочить, обязательно, если вы делаете на леске. На плетенке не обязательно. Вот так стягиваем. И у нас получился такой вот симпатичный узелок. Я не один раз уже говорил, хвостик отрезаем не вплотную, оставляем несколько миллиметров. Дальше берем резиновую бусинку. Бусинка в диаметре 5 мм. Бусинка не обязательно, но желательно ее использовать. Она будет использовать функцию амортизатора, не будет разбиваться узелок. Берем плетеночку и продеваем ее в бусину. Бусинку мы перетаскиваем на нижнее колечко вертлюжка. И вот так закрываем узелок. На сам вертлюжок перетаскивать бусину не обязательно, нужно, чтобы вертлюжок работал. Вот так. Дальше берем нашу кормушку. У меня кормушка весом 35-40 грамм. Это такой подходящий вес в тех условиях, где я рыбачу. Плюс учитывайте вес прикормки. Прикормки идет много в эту кормушку. Кормушка объемная, где-то грамм 30. То есть общий вес снасти будет где-то 70 грамм. Я рыбачу на глубине 1,5-2 метра. В основном на стоячей воде этого хватает. Если на реке, то используем кормушку весом побольше. Продеваем плетенку в кормушку. Вот так на самый низ. И сверху мы делаем либо обычную петельку, либо привязываем сюда карабинчик с вертлюжком, либо просто вертлюжок. К этой петельке я буду фиксировать снасть к основной леске. Делаем обычную петлю 8. Помогаем себе с помощью иголки для бойла и сделали такую вот петельку. Смотрите на ваше усмотрение, можно маленькую, можно большую. Я делаю петельку побольше, так мне удобней. Вот у нас получилась такая заготовка, дальше нужно сделать поводки. Когда мы делаем поводки нужно сделать правильной длины. Если сделать поводки длиннее либо короче, эта снасть уже так работать не будет. В нашем варианте эта снасть у нас комбинированная. То есть мы используем и плавающие насадки, и насадки животного происхождения. Ну, либо кукурузу, например, там червяк, опарыш, либо кукурузу. То есть 2 крючка мы используем
по типу, как на снасть убийца карася. Они будут работать по принципу снасти убийца карася, а один поводок у нас будет использоваться по принципу снасти арбуз. Ну, кто рыбачит, кто понимает эту тему, тот понял, о чем я. Я детальнее об этом сейчас расскажу. Поводки можно делать с поводочного материала, либо с обычной плетенки. Сегодня я буду делать снасть бюджетную с обычной плетенки в диаметре 0,16. Можно использовать 0,14, можно и 0,18, но не слишком тонкую. 0,12 ставить не нужно. 0,12 это очень нежная плетенка, на хороший рывок карасик весом килограмм, кило 200 может и оборвать. Поэтому используем плетенку в диаметре 0,16 мм. Я покажу, как привязывать один крючок, остальные привязывать на камеру не буду. Продеваем плетенку в ушко крючка, делаем такую вот петельку. Пальцами перехватываем, держим и кончиком наматываем 4-5 раз. Этого вполне достаточно, чтобы крючок очень крепко держался. Перехватываем пальцами теперь то место, где мы наматывали, и хвостик проселяем в нашу петельку. Вот так. Снизу тянем, затягиваем, и у нас уже привязанный крючок. Хвостик полностью не отрезаем, оставляем там 1-2 мм. Это мы делаем для того, чтобы узелок точно не развязался. Дальше берем линейку и делаем 3 поводка. Один поводок мы делаем длиной 10 см и 2 поводка длиной по 4 см. Те поводки, что по 4 см, мы будем использовать на насадки плавающие, а один поводочек мы будем использовать как обычную насадку, то есть как на обычной снасти арбуз. С обратной стороны мы делаем петельку, тоже петлю восьмерку. С помощью петли восьмерки мы будем фиксировать наши поводки к кормушке. 1 минута и 3 поводка у меня уже готовы. Вот 2 короткие поводка по 4 см и один длинный 10 см. Теперь нужно их зафиксировать на нашей кормушке. Ну, как вы уже и поняли, длинный поводок мы фиксируем к нашей снасти с помощью вертлюжка. Продеваем петельку в нижнее колечко вертлюжка и крючок в петельку. Вот таким вот макаром. Нижний поводок мы зафиксировали. Дальше осталось зафиксировать 2 поводка. Эти 2 поводка мы фиксируем напрямую к кормушке. Как я и говорил, нужно использовать качественные арбузики, качественные игрушки, чтобы они хорошенько здесь были залитые в свинец и крепко держались. Эта снасть рассчитанная на такую рыбу до 2 кг. Это не карповая снасть. Если попадется карп на 8-10 кг, то он, соответственно, по-живому вырвет этот свинец. Эта снасть рассчитанная на рыбу до 2 кг. Самый раз именно на леща, на карася, на крупную плотву. Берем поводочек и фиксируем его с помощью петля в петлю к ребру нашей кормушки. Вот так крепко держится крючок к нашей кормушке. И с другой стороны, вот здесь, тоже фиксируем второй поводок. В результате у меня получилась такая вот интересная снасть. Такая снасть имеет множество плюсов, хорошо себя показывает на рыбалке, но имеет и минусы. Давайте сначала мы поговорим о минусах. Постоянно рыбаки говорят, что эта снасть неудобная. Чем же она неудобная и чем же она отличается от обычного классического арбуза? Классический арбуз, один поводок снизу и один поводок здесь на основе с помощью какого-то коромысла. Ну, коромысла, отвода, это уже роли не имеет. Постоянно рыбаки говорят, что когда попадается рыба, почему-то все говорят, что клюет только на нижний крючок, верхний крючок обязательно цепляется об какую-то растительность, об камыш, об коряшку, об дно, и постоянно случается обрыв. Да, такое бывает. Если мы рыбачим в особых условиях, где много растительности, конечно же, тогда лучше использовать один крючок. Такая снасть лучше подходит именно для водоемов, где немного травы, где мало зацепов, чистый берег и приятно ловить. Значит, какой принцип ловли на эту снасть? На нижний крючок мы цепляем червяк, опарыш, либо кукурузу. Сюда мы забиваем прикормку. Прикормку сюда мы забиваем с большим коэффициентом клейкости. Ну, типа как на снасть убийца карася. И крючки мы тоже забиваем сюда прям в прикормку. На крючки желательно подцепить такие вот плавающие насадки, либо обычный пенопласт. Я использую такой вот Эва материал, он мне больше нравится. Они не слетают с крючка, служат очень долго. Главное снимать их после рыбалки, чтобы не ржавели крючки. Это дело мы все залепили, забросили. Кормушка постояла немножко в воде, начинает осыпаться прикормка. Прикормка осыпается, эти крючки здесь начинают вот так плавать. За потоками воды, туда-сюда. Рыбка подходит, посмотрела, ага, есть червячок, но аппетита нету сегодня. Будем кушать прикормку. Обсасывает кормушку и вместе с потоком воды
засасывает наши крючки с плавающей насадкой, потому что они здесь плавают. То есть принцип снасти убийца карася. На другой день пришли мы на рыбалку, забросили, рыбка подплыла, посмотрела в кормушку. Ага, прикормка мне сегодня не нравится, буду искать червей. Подплывает, червячок есть поклевка, есть рыба. Здесь у нас монтаж скользящий, поклевки мы хорошенько чувствуем. Здесь, конечно, поклевки не такие чувствительные, но на этот крючок, если рыба попадается, то уже точно засечка, как на снасть убийца карася. Минусы такой снасти: когда мы залепливаем прикормку, часто эти крючки цепляются нам в руки. Это, конечно, немножко неудобно. Но если хочешь поймать рыбку, нужно мириться с какими-то неудобствами. А так, снасть простая, снасть бюджетная, хорошо летит, потому что здесь один центр тяжести. Очень удобно забивать прикормку, прикормка хорошо держится. Здесь два ряда проволоки, то есть нижняя пружина, куда мы забиваем прикормку, и верхние такие ребра. Когда кормушка ударяется об воду, осыпается часть прикормки, а часть остается в нашей кормушке. Такая кормушка имеет множество плюсов, ну, конечно, имеют и недостатки. Но мы с вами знаем, что нет идеальных снастей. Есть снасти, подходящие под определенные условия, под определенный водоем, под определенную рыбу. Идеальной снасти нету. И когда вам говорят, что не используйте такую снасть, а ловите именно на один крючок, то это неправильно. Потому что иногда бывает, что на 2, на 3 крючка результат лучше. Поэтому нужно пробовать, экспериментировать и найти именно ту снасть, которая лучше всего подойдет вам на вашем водоеме с вашими задачами. И вообще, мы всегда знаем, что никакая рыбалка никогда не окупается. То количество рыбы, которую мы поймаем, всегда будет стоить дешевле, чем те снасти, чем та прикормка, бензин, который мы потратили на рыбалку. Это такая правда жизни. На этом у меня все. До встречи в следующих видео. Ловите рыбу. Всем пока-пока. Экспериментируйте, пробуйте и поймайте свой трофей.